Всем привет! Сегодня расскажу, как я связала такую модель платьишка для куколок Лол. Платьишко подойдет как для оригинала, так и для вязаной куколки такого же ростика. Оно состоит из 3 рюш снизу, сзади, но на завязочках. Вот здесь вы можете сделать пуговички или другое крепление по вашему желанию. И спинка. Поясок обвязан просто столбиками без накида другой ниточкой. Если нужно однотонное платьишко, как у меня белое, то вы просто вяжете одной ниточкой. Я буду вязать 3 разными цветами, розовыми оттенками, разными цветами эти рюши. У меня такой образ будущей куколки. Чтобы платье было по размеру, я использую ниточку хлопок Ирис Гамма 10 граммов на 87 метров и крючок номер 1. Если у вас ниточка другой толщины, толще или наоборот, то просто нужно скорректировать с самого начала количество петелек. Начинаю я вот отсюда. Прибавить или убавить количество петель. Я начну вязать вот таким цветом. Для начала нужно оставить такой кончик для будущей завязочки сантиметров 10 и начать вязать. Я делаю узелок и 8 воздушных петелек. Цепочка получилась. Теперь со второй петли от крючка я провязываю 7 столбиков без накида. Получилось вот так вот. Дальше делаем петлю подъема и в первый столбик предыдущего ряда делаем прибавку из столбиков без накида. Два столбика, прибавку, два столбика, и в последний столбик делаем прибавку. Получилось 10 петель. Делаем петлю подъема, поворачиваем в первый столбик предыдущего ряда, делаем прибавку, восемь столбиков без накида,
И в последний столбик вяжем прибавку. Получилось 12 столбиков в ряду. Делаем петлю подъема. В крайний столбик снова прибавка. Десять столбиков без накида. И снова прибавка в последнюю петлю. Получилось вот так. Делаем петлю подъема. И здесь будет такая схема: прибавка, 5 столбиков, 2 прибавки, 5 столбиков и прибавка. Итого получится 18 петелек. Так, прибавка, 5 столбиков, две прибавки, пять столбиков, и прибавка в последнюю петлю. Получилась вот эта передняя часть платьишка. Вот это. Дальше провязываем 18 воздушных петель. И соединительным столбиком соединяем с первой петелькой. Смотрите, чтобы цепочка не перекрутилась.
Получилась вот такая деталь. Здесь 18 столбиков и здесь 18 воздушных петелек. Дальше вяжем ряды столбиками с накидом, но не по спирали, а через петли подъема. 3 петли подъема. И дальше вяжем целый ряд по кругу следующим узором. Эти 3 петли у нас за первый столбик. Дальше делаем прибавку из столбиков с накидом. И просто столбик с накидом. Получилось столбик, прибавка и столбик. И таким узором надо связать по кругу. Получится 48 петелек. Свяжу еще раз. Столбик с накидом. Прибавка. И столбик с накидом. Провяжите до конца самостоятельно до вот этой точки. Я провязала и заканчиваю соединительным столбиком в 3-ю петлю цепочки. Следующий ряд это будет первая рюша, вот это. Также через петли подъема 1, 2, 3 вязать будем таким узором: столбик с накидом, 2 воздушные петли, и так в каждую петлю. Так как это у меня вместо первого столбика с накидом, то я провязываю еще 2 воздушные петли. И вязать нужно только за одну стеночку. Я буду вязать за ближнюю. Таким образом свяжите по кругу. Я довязала этот узор и заканчиваю в 3-ю петлю соединительным столбиком. Все, первый ряд у нас готов. Здесь нужно ниточку закрепить. Я это делаю просто воздушную петельку так затягиваю и ниточку обрезать. Дальше эту ниточку нужно через вот эти петли подъема просто продеть. Пару раз. У меня будет 3 раза. До вот этих оставшихся петель. И дальше мы ее просто ввяжем в этот ряд, и кончика не будет. Если вы вяжете одноцветное платье, как у меня у Сахарка, то просто дальше берете снова ту же ниточку и продолжаете вязать. Я буду вязать другим цветом. В каком-нибудь другом месте, не там, где у нас конец, я прикрепляю нить за вот эти оставшиеся стенки.
Делаю узелок, здесь завязываю. Так, здесь у нас в ряду было 48 столбиков. Сделать надо 54, то есть вяжем 7 столбиков с накидом, прибавка, и этот узор повторить 6 раз. Начинаем опять с петель подъема. И следующую стеночку оставшуюся, захватывая вот этот хвостик, чтобы сразу его убрать, провязываем столбик с накидом. Получилось 2 столбика с накидом. Дальше три, 4, 5. И вот этот хвостик можно обрезать. Пять. Семь. И прибавку. И так свяжите по кругу, захватывая вот этот кончик, провязывая его еще 5 раз, 7 столбиков и прибавка столбиками с накидом. Так, я провязала этот ряд. Пока платье выглядит вот так. — 54 столбика получилось. Я делаю соединительный столбик в третью петлю подъема. И дальше точно так же нужно связать рюш путем столбика с накидом, 2 воздушные петли. Я вяжу 3 петли подъема, 2 воздушные петли, и за вот эти петельки, так как я с другой стороны уже начала вязать, получается, за дальние петельки я вяжу столбик с накидом, 2 воздушные петли, за задние петельки столбик с накидом, 2 воздушные петли. И так провяжите по кругу. Так, я провязала эти рюши. Также заканчиваю здесь соединительным столбиком в третью петлю. Закрепляю нить и обрезаю. Продеваю ее через петельки. Так, получается пока такое вот платье. Потом рюши выправится еще. И дальше вы снова берете
ту же нитку, если вяжете такое, например, платьишко, я беру третий цвет и снова креплюсь к этим оставленным стеночкам в любом месте. Так, в этом ряду у нас 54 было столбика с накидом, нам нужно сделать 60. То есть вяжем 8 столбиков с накидом, прибавка. И так 6 раз по кругу. Так, я довязала этот ряд, 60 столбиков получилось. Делаю соединительный столбик. И осталось провязать точно так же третий ряд, столбик с накидом, 2 воздушные петли по кругу. Тут уже за какую стенку вязать не имеет значения, потому что этот ряд последний. Я вяжу за обе. Вот так провяжите по кругу. Так, я довязала, соединила соединительным столбиком. И этот хвостик я просто прячу через сначала петли, продеваю. И потом куда-нибудь сюда его просто между столбиками завожу. Примерим на куклу. У меня есть вот такая кукла. Она хорошо одевается. И у нас есть одна завязочка. Тетерюшек как бы надо немножко зажать, чтобы они не топорщились. Вот такое платьишко. И остается сделать спинку и вторую завязочку. Здесь вот сзади у нас осталось 18 петель, которые мы делали воздушные петли при вязании. Нам нужно найти центральные 6. То есть я отсчитываю 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 7-ю петельку прикрепляюсь ниточкой того же цвета. Узелок. И нужно провязать 6 столбиков без накида. Я делаю петлю вместо первого столбика, прокладываю хвостик сюда, чтобы сразу его спрятать. Получается 2, 3, 4, 5 и 6. Здесь должно остаться тоже 6 петелек. И дальше нужно связать поворотными рядами 3 ряда по 6 столбиков без накида. Так, я связала итого 4 ряда. И вот эту ниточку нужно закрепить и обрезать. Ее я прячу, просто проводя вот сюда и потом внутрь. Просто завести между столбиками и спрятать. Эта петелька, эта ниточка нам не нужна. Эту ниточку нужно обрезать. Я ее закрепила. И
И нужна еще одна завязочка. Просто прикрепляем нить с другой стороны. Делаем узелок. Так, теперь надо надеть платье на куклу. Эту ниточку я потом спрячу. Так, вот из этих завязочек нужно связать воздушную цепочку. Так, чтобы петелек было как раз до вот этой части. Поэтому я делаю это прямо на кукле. И примеряю. Да, 5 петелек вполне достаточно. Я вытягиваю нить так, чтобы можно было еще бантик завязать этим кончиком. И отрезаю. И здесь из самого первого кончика нужно тоже связать цепочку. Раз, два, три, четыре, 5. И нить вытянуть. Итак, получились такие завязочки. Их нужно вставить в соответствующие дырочки спинки. И как и на предыдущем платье, я на кончиках завязываю узелки. Просто большие. Вот так. Чтобы эти завязки не выскользнули из спинки. Вот все, они никуда не денутся. И надеваем на куклу. Втягиваем за узелки. Ну и я завязываю здесь бантик. Ну или узелок. Все, платьишко готово.
Если оно вам кажется слишком пышным, то вяжите, например, не столбик с накидом 2 петельки, а столбик с накидом 1 петельку.